Верю, радуюсь вашей помощи, но, как вы и сказали, не могу выйти из своего эгрегора нищеты. Но стараюсь, что-то не так делаю. Скажите что-нибудь еще, как выйти. Самый простой, вот смотрите, я вас сейчас научу, это все очень просто делается. Богатый человек – это тот человек, у которого все в жизни есть. Он ни о чем не заботится, допустим, такая гипотетическая модель. Человеку нет необходимости заботиться, у него каждый день есть доход денег, он может о них не заботиться. Вся его жизнь, она связана с тем, что он играется со своими детьми, водит их там, в садик, в школу, в институт, я не знаю, что там можно придумать. Занимается хобби, которое ему нужно, ездит на лодке, там, ловит рыбу, летает к друзьям, посещает какие-нибудь там заведения или даже в клуб какой-нибудь записан. Возможно, пишет стихи или книги. И его жизнь, скажите, в ней много радости или в ней много веселья или грусти? Давайте теперь попробуем эту формулу создать. Он достаточно обеспечивает, и у него больше веселья. Можно такую формулу сделать? То есть у него обеспеченность равняется веселью. А теперь другое дело. Человек встает утром, ему нечем заплатить, он уже достаточно взрослый, но ему необходимо идти на работу, потому что нечем заплатить за квартиру, он живет в съемной квартире, так уж жизнь получилась. И после этого ему нужно и дочери помочь, и сыну помочь, и там на зубы не хватает, и на еду не хватает, и пенсия маленькая, и обувь порвалась, и кот, как я обычно говорю, в туфель накакал, знаете, и собака диван порвала, и соседи там трубу какую-то прорвали, он грустный, правильно? То есть у него столько неприятностей, и он грустный. Скажите, тогда давайте вспомним некий такой алгоритм. 2 плюс 1 равняется 3. А если 3 плюс 1, вернее, 2 плюс 1 равняется 3. А если 1 плюс 2, то тоже будет равняться 3. А почему? Потому что перемена мест слагаемых от перемены мест слагаемых сумма не меняется. А теперь смотрите, мы эту математическую формулу свяжем с нашей философской предварительной построенной задачей, такой математической. Если богатый радуется, то бедный страдает. Тогда путь к богатству, он может начинаться с того, что человек начинает радоваться. Да. Вы представляете? Это же ясно, как белый день. А как же человек может страдать или радоваться, если он сам для себя не имеет идей, от чего же он может радоваться? И после этого он знает, от чего он может страдать. Денег не хватает. И там, конечно, тут же начинаются обвинения. Сейчас, когда видео закончится, вебинар закончится, сотни человек мне напишет обязательно под этим видео слова. Да тут ребенку нечем, там женщина мне писала, а если ребенку нечего есть, если даже еды не за что купить, я не могу понять. Это что ж так не стимулирует тебя, что если твоему ребенку нечего есть, то ты пишешь в интернете? Тут вопрос такой, что ты в интернете сидишь-то? Я не могу этого понять. Вот если моему ребенку есть нечего, я точно в интернете сидеть не буду. Вы согласны с этим или нет? Он что, меня накормит интернет? Или YouTube меня накормит? Я не могу понять. То есть она пишет, мне нечем заплатить, мне даже нечего ребенку купить, у нас нет еды. Зачем ты это пишешь под YouTube лекциями неизвестного лысого носатого мужчины? Зачем он тебе? Тебе необходимо выключить интернет и искать возможность заработать деньги. Каким образом? Если это дом, стучишься к соседям, они открывают двери и говоришь, вам нужно помочь убрать, мне ребенка нечем кормить, я вам поубираю в квартире. Скажите, если есть 5 этажей дом, и к вам соседка будет стучаться и скажет, надо тебе что-нибудь помочь, убрать. Есть такие люди, которые бы взяли такого человека, чтобы он поубирал? Поднимите руки. Смотрите, как нас много. Вы представляете, почему? Потому что всегда необходимо, очень часто хозяйка в своей семье не может справиться. И после этого она сидит дома. Что ты дома сидишь в Ютубе этом? Он тебя что, накормит или накормит твоего ребенка? Что ты дома сидишь? По соседям надо постучаться. Женщина всегда может найти работу. На улице можно походить, там что-нибудь попредлагать, кроме постели. Потому что не каждый согласится, знаете. Вы представляете, всегда можно найти работу. Люди просто не хотят. Они говорят, да чтобы я кому-то убирала еще в своем доме, не надо в своем, иди в другой.
Сейчас есть там, можно разносить газеты. У меня есть знакомая такая, она говорит, я утром работаю в одном зэке, хотел сказать, ЖЭКе дворником, после обеда работаю в другом ЖЭКе дворником, а сама не из Киева, из Киевской области. И вечером для того, чтобы где-нибудь поспать, поесть и покупаться, я еду и устроилась охранником ночью в месте таком, где водоочистные сооружения. И она говорит, мы там можем помыться, меня вечером там кормят. Она говорит, так удобно. Утром встала, пошла везде поподметала, пособирала. Вечером пошла, поспала. И везде мне за это платят. И говорит, очень удобно. У меня получается в общей сложности там почти $1000. Я 6 лет отработала и могу претендовать на то, чтобы мне дали квартиру. И из ЖЭКа квартиру, и из другого ЖЭКа квартиру. И еще и водохозяйство тоже там на хорошем счету. И говорит, а где я еще могу начать работать в 65 лет, допустим. Но она же нашла, а чем она